Всем привет! В прошлых видео мы разбирали вязание круга от центра, а сегодня вы узнаете, как связать идеальный овал. Овал лежит в основе вязания пинеток, сумок, салфеток или половичков овальной формы. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить самое интересное. А я начну. Для начала разберемся, что такое овал. Овал– это растянутый круг, который условно можно разделить на три составляющие. Два полукруга и прямоугольник между ними. Длина прямоугольника и есть длина наборной цепочки. Крайние воздушные петли цепочки– центр полукруга. При вязании овала следует применять правила прямоугольника и круга соответственно. То есть разделять вязание на прямые участки без прибавок по той и другой стороне наборной цепочки и участки полукруга с прибавками в каждом ряду. И давайте приступим к вязанию овала. Свой овал я буду вязать крючком номер 10 и трикотажной пряжей с толщиной нити 7-9 мм. В принципе, можно попробовать вязать крючком номер 8 или 9. Все зависит от вашей плотности вязания. Для начала наберем цепочку из 10 воздушных петель. Делаем начальную петлю, но не затягиваем ее до конца. Позже я объясню почему. И в данном случае начальная петля будет считаться как первая петля. Вводим крючок в третью петлю. И смотрите, захватывать будем не только верхнюю полупетлю, но и перемычку. Провязываем столбик без накида. То есть в данном случае у нас первая воздушная петля имитирует первый столбик, а вторая служит основанием для этого столбика. Вяжем до конца ряда столбики без накида в каждую петлю цепочки. В последнюю петлю, которую я вам говорила не затягивать, вяжем 3 столбика без накида. То есть понятно, что если бы мы в самом начале затянули начальную петлю, то на этом месте сейчас был бы узел и заметное утолщение. И теперь уже можно затянуть петлю. Но не переусердствуйте, чтобы при вязании второго ряда можно было легко вставить крючок в петли. Вот мы видим, что вязание начинает поворачиваться. И теперь будем вязать по другой стороне цепочки. Кончик ниточки провязываем вместе со столбиками. Таким образом сразу его и спрячем. Итак, мы довязали до последней воздушной петли, в которую нам надо провязать 3 столбика без накида. Один столбик у нас уже есть, он образовался в самом начале. Поэтому в последнюю петлю провязываем только 2 столбика без накида. И вытягиваем петлю. Для того, чтобы замкнуть ряд, заводим крючок с обратной стороны нашего овала под первую петлю ряда. И протягиваем вот эту большую петлю. Протянули. Далее в эту большую петлю продеваем наш моток пряжи. Аккуратно затягиваем нить в 2 приема. Сначала подтягиваем саму петлю, а потом вытягиваем рабочую нить. И получаем плоский узел. И в этом месте у нас получилась как бы имитация косички. Обратите внимание, что если затягивать нить не в 2 приема, как я только что показала, а в один, то узел получится уже с другой стороны, а вместе соединения будет заметное утолщение. И это не совсем правильно. Поэтому смотрите еще раз. Сначала мы подтягиваем саму петлю, а потом вытягиваем рабочую нить. В итоге получаем более тонкое соединение, а сам узелок практически незаметным. Приступаем к вязанию второго ряда.
От узелка будем вставлять крючок в следующую петлю. Вязать будем в раскол. То есть вставлять крючок нужно не под полупетли между столбиками, как мы привыкли, а именно в середину столбика. Вяжем петлю подъема, которая будет имитировать первый столбик. И далее продолжаем вязать в раскол столбиками без накида до начала скругления. Довязали до начала скругления и теперь будем делать прибавки. Вяжем по 2 столбика без накида в следующие 3 столбика нижнего ряда. Вяжем первый столбик и туда же еще один. И повторим еще 2 раза. И теперь уже можно посильнее затянуть начальную петлю. После того, как провязали скругление, продолжаем вязать по прямой стороне до следующего скругления. И следующее скругление провязываем точно так же по 2 столбика без накида в следующие 3 столбика нижнего ряда. Вытягиваем петлю. Вставляем крючок под первую петлю ряда. Протягиваем нашу большую петлю на обратную сторону. Продеваем в эту петлю моток пряжи и аккуратно затягиваем в 2 приема. Третий ряд снова начинаем с провязывания петли подъема в первый столбик от соединения. Обратите внимание, что с каждым новым рядом мы смещаемся на одну петлю влево от соединительного узла. Итак, продолжаем вязать до первого скругления еще 5 столбиков с накидом. Довязали до начала скругления и далее по схеме будем делать прибавки через один столбик. То есть вяжем 2 столбика без накида в первый столбик нижнего ряда. Первый и второй. А в следующий столбик нижнего ряда вяжем только один столбик. И повторим еще 2 раза.
По прямой стороне вяжем 7 столбиков без накида в каждый столбик предыдущего ряда. Следующее скругление провязываем точно так же, чередуя 2 столбика без накида в первый столбик нижнего ряда и 1 столбик без накида в следующий столбик. И повторим потом еще 2 раза. И как я уже говорила, что с каждым рядом мы смещаемся на одну петлю влево. И теперь, чтобы завершить третий ряд, нам нужно провязать еще 1 столбик без накида по прямой стороне. В четвертом ряду из-за смещения нужно будет провязать уже 2 столбика, в пятом ряду 3 и так далее. Вытягиваем петлю и делаем соединение. Третий ряд готов. И прежде чем мы приступим к следующему ряду, хотела бы порекомендовать вам использовать маркеры. Потому что чем больше становится овал, тем труднее понять, где же у нас начало скругления. И вот на своем овале я отметила начало первого скругления розовым маркером, а начало второго скругления зеленым. Давайте начнем вязать четвертый ряд. Вот у нас соединительный узел. Вставляем крючок в соседний столбик, вытягиваем нить и делаем петлю подъема. Продолжаем вязать до первого скругления еще 4 столбика без накида. Довязали до скругления и согласно схеме начинаем вязание полукруга с 2 столбиков без накида. Первый, второй, а далее выполняем прибавку. И опять провязываем 2 столбика без накида в следующие 2 столбика нижнего ряда. И делаем прибавку. Повторим то же самое еще один раз. Ах да, и не забываем про маркер. Дальше вяжем 7 столбиков без накида по прямой стороне. Второй круг вяжется аналогично первому, чередуя 2 столбика, прибавку, 2 столбика, прибавку, 2 столбика, прибавку. И давайте самостоятельно провяжем второй полукруг. Чтобы завершить четвертый ряд, нам нужно провязать 2 столбика без накида по прямой стороне. Вытягиваем петлю и делаем соединение.
Я думаю, что принцип вязания овала вам понятен, и далее вы без труда провяжете нужное вам количество рядов. Главное, что при вязании полукругов овала, как и при вязании идеального круга, прибавки нужно делать не друг над другом, а в разных местах. Для удобства оставлю вам под видео ссылочку со схемой овала для скачивания. Если вы собираетесь в дальнейшем использовать свой овал в вязании каких-либо изделий, то обязательно отпарьте его, чтобы не было вот такого эффекта деформации. В следующем видео покажу, что я связала с этим овалом. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и не забывайте подписываться на канал. А на этом у меня все. Спасибо за внимание и до встречи в следующих видео.